Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я расскажу вам, сколько будет стоить ремонт дома в Болгарии. Поехали! Большинство людей, переезжающих в Болгарию, покупают для себя именно дома, потому что только в своем доме можно полностью ощутить всю прелесть этой страны. Теплый климат, свои фрукты и овощи, покой, тишина и прекрасная природа. К тому же дом в деревне можно купить дешевле, чем квартиру в городе. Но, к сожалению, цены на дома за последние несколько лет тоже очень выросли. И цены на ремонт домов тоже стали очень высокие. А выбирая дом, желательно представлять, сколько может потребоваться денег для его ремонта. Конечно, можно найти дома на продажу, в которых ничего не надо будет делать, но таких домов достаточно мало. Гораздо больше продается домов, в которых нужно делать серьезный ремонт. И в первую очередь нужно ремонтировать или полностью менять крышу. А ремонт крыши в Болгарии – это дорогое удовольствие. И удовольствие, конечно, то еще. Я через все это проходила. Мы как раз покупали в Болгарии дом, который нужно было почти полностью перестраивать. Он был в худшем состоянии, чем вот этот дом на экране. На готовый дом в хорошем состоянии денег у меня не было. А в строительстве дома у меня уже был опыт в то время, поэтому мы купили вот такой полуразрушенный дом и начали его ремонтировать. Конечно, разрушать его полностью мы не стали, стены оставили, но их нужно было укрепить сейсмопоясом и колоннами. Сейсмопояс – это бетонная связка всех стен и колонн. Раньше дома очень часто строили без сейсмопоясов. Многие из них стоят и до сих пор. Но с сейсмопоясом, конечно, надежнее. Сейчас же новые дома без сейсмопояса строить вообще нельзя. Даже маленькие. Итак, как делается этот сейсмопояс, если его на доме нет? Для этого нужно разобрать всю крышу и оставить только стены. И по всем стенам строится деревянный кофраж, то есть опалубка. Для придания монолитности конструкции опалубка строится по всему периметру дома и на внутренних стенах тоже. Желательно также установить колонны. В новых домах на всех углах здания сейчас устанавливают колонны, которые связаны с фундаментом внизу и сейсмопоясом вверху. Но на старых домах колонны устанавливают не всегда. Стоимость сейсмопояса примерно 100 лев за квадратный, то есть за погонный метр. Хотя, конечно, разброс цен всегда очень большой. Найти хорошую бригаду, которая построит вам хорошо и за приемлемую сумму, очень непросто. Во-первых, потому что строители не любят озвучивать свои цены. Они их меняют в зависимости от заказчика и от того, как много у них заказов на данный момент. Поэтому позвонить по телефону и спросить, сколько будет стоить та или иная работа, и получить на это адекватный ответ по телефону невозможно. Ну, понятно, что такие большие работы, как смена или ремонт крыши, это надо вначале увидеть. Но даже если вы попытаетесь узнать, сколько стоит, например, укладка плитки на пол, вам мало кто озвучит сразу цену за квадратный метр. Но я лично таких манипуляторов не нанимала. В итоге нашим домом за все время ремонта занималась не одна бригада. Первых мы забраковали очень быстро. В селе тогда строили очень многие, поэтому у всех строителей с ближайших сел цены зашкаливали, а качество было средним. И мы долго и серьезно искали нормальных строителей за нормальные деньги. Но в итоге нашли именно тех, кем были вполне довольны. В итоге наш ремонт длился не 1 год, а стоимость дома получилась немаленькая. Ну, теперь попробуем посчитать примерную стоимость новой крыши на старом доме.
и стоимость сейсмопояса. Допустим, размер дома примерно 80 квадратных метров. То есть периметр наружных стен дома будет около 40 погонных метров. Еще сейсмопояс укладывается на внутренние стены между комнатами. Допустим, еще 20 метров. В итоге 60 погонных метров. 60 метров умножаем на 100 лев, получаем 6000 лев за сейсмопояс. Но эта сумма очень ориентировочная. Она будет зависеть не только от ценника строителей, но и от толщины сейсмопояса, от того, каким бетоном сейсмопояс будет заливаться. То есть некоторые бригады заливают бетон только уже готовый, который приезжает на бетоновозе с помпой. А другие этот бетон замешивают вручную, прямо перед домом на дороге, на асфальте. Вот эта бригада как раз замешивала вручную. И это обычно большая экономия. Примерно на 1000 лев. К тому же полагаться в Болгарии на то, что готовый бетон привезут в нужное время и выльют его на объекте, а не просто на дорогу, я бы не стала. Поэтому, если заливать бетоном нужны не очень большие объемы, то лучше замешивать его вручную. Кроме самого сейсмопояса, чаще всего нужно делать еще и колонны. Я их не посчитала. Они обычно немножко дороже, чем сейсмопояс. Ну, в общем, если еще 4 колонны по 3 метра высотой, будет 12 погонных метров. И если считать тоже по 100 лев за метр, то 1200 лев. Хотя я думаю, что будет дороже. В общем, сейсмопояс на дом среднего размера будет стоить примерно 8000 лев, то есть 4000 евро. Теперь перейдем к крыше. Мы сейчас говорим о совсем новой крыше. Стоимость работ без материала сейчас от 80 лев за квадратный метр и выше. Но найти сейчас за 80 лев хороших строителей непросто. Даже не уверена, что возможно. Мои знакомые болгары около 2 лет назад меняли у себя на доме крышу. Они долго искали нормальную бригаду. В итоге нашли, с которыми договорились за 80 лев за квадрат. Размер их дома чуть меньше 130 метров. Но это площадь самого дома. А крыша всегда бывает больше. И обычно ее не измеряют, а просто прибавляют 30% к размеру дома. И получается площадь крыши. То есть, если дом 80 квадратных метров, то крыша будет 104. У них крыша была 170 метров. И в итоге за всю крышу вместе с материалом им пришлось заплатить около 40 тысяч лев, то есть около 20 тысяч евро. Я считаю, что это очень много, потому что они меняли даже не всю крышу. Основная несущая конструкция у них осталась прежней, она была не старая. Ну, часть дерева они поменяли, но не все. Материал они покупали сами, и ушло примерно 80 лев на квадрат, не больше. Конечно, черепица у них новая, стоит она сейчас около 2 лев за штуку, а на квадратный метр нужно примерно 16 штук, в зависимости от размера самой черепицы. То есть квадратный метр будет стоить около 30 лев. На всю крышу примерно 4000 лев. Это только обычная черепица. Плюс еще черепица на конек. Они обычно стоят дороже, но не намного. Ну, допустим, еще 500 лев. Но даже если на материал всего ушло по 80 лев на квадрат, то получится 170 метров на 80 лев, получается 13 600. Ну и за работу эта же сумма. То есть всего получается 27 тысяч лев. А заплатили в итоге они почти 40 тысяч. То есть на всякие мелочи, такие как разбор старой крыши, водосточная система, обмазка
и покраска дымоходов. С них взяли еще больше 10 тысяч лев. И это все набегало в процессе строительства. А так происходит здесь чаще всего. Строители сначала озвучивают самую минимальную сумму. Цена может быть за метраж или за всю крышу. С одной стороны, лучше, если договориться о сумме за всю крышу. А с другой стороны, бывает так, что о цене договорились, они начали строить, и постоянно у вас требуют авансы, утверждая, что они уже на такую сумму отработали и что им нужны деньги. Вы им даете, но строят они плохо, вам все не нравится, и вы хотите эту бригаду поменять на другую. А денег им уже отдали много. И вам приходится продолжать их терпеть или терять какую-то сумму, если отказаться от них. Поэтому никогда не давайте денег больше, чем они уже наработали. Иногда это очень непросто, особенно с недобросовестными строителями. И может случиться даже так, что они получат достаточно большую сумму денег и исчезнут. Или начнут требовать больше денег за продолжение своей работы. Это, конечно, я рассказываю о строителях, которые занимаются этим неофициально. Вот в этих случаях не надо давать деньги авансом. Или бывают вот такие варианты. О цене договорились, крыша старая на доме была, они ее убрали, внутри дом не совсем плох, и полностью все менять внутри вы не собирались. А также есть какая-то мебель, которую вы тоже не собирались выбрасывать. А после того, как крышу старую снесли, они начинают опять торговаться и требовать больше денег, говоря, что мы не думали, что здесь все так плохо, что сейсмопояс нужно толще, дерево толще и длиннее, а цена за такое дерево намного выше и так далее. А вы из-за того, что дом стоит без крыши, и вы боитесь, что пойдет дождь и испортит все остальное, соглашаетесь на их условия. Поэтому никогда не давайте аванс. И материалы тоже желательно покупать самостоятельно. Например, меня наши первые строители даже на гвоздях постарались нагреть. Они сами купили гвозди и привезли мне чек. И там гвозди были по цене в 2 раза выше, чем везде. Я, конечно, цену знала. И спрашиваю, почему по такой цене? Ведь таких цен просто нет. Они говорят, но у нас нет времени искать дешево, мы купили по дороге. В общем, от их услуг я быстро отказалась. Я не хочу сказать, что здесь много недобросовестных строителей. Нет, есть разные. Мы, например, в итоге нашли прекрасную бригаду. Бригадир, он же мастер на все руки, очень честный и порядочный человек. Он закончил и наш дом, и еще потом несколько домов в нашем селе, но потом уехал работать за границу. А другой вариант – это подписывать договор с официальной строительной фирмой. Но думаю, что цены там будут намного выше, может быть, в 2-3 раза. В общем, новую крышу с сейсмопоясом на дом среднего размера, примерно 80 квадратных метров, можно построить сейчас примерно за 26 тысяч лев, то есть за 13 тысяч евро. Но это только группстроеж, то есть это просто крыша. В эту сумму не входит утепление крыши, потолок, проводка электричества. И даже чаще всего между крышей и стенами остаются небольшие отверстия между лагами, заполнение которых чем-нибудь тоже не входит в стоимость вашей крыши. Сколько будет стоить все это, а также утепление дома, водопровод, отопление, внутренняя отделка, я могу рассказать вам в следующем видео. Пишите в комментариях, интересно ли вам это. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще не с нами. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!